Каталка с видом на озеро. Трансферы привозят туристов. Открывается вот такой живописный вид. Чудесный день для каталки. Поехали! Для тех, кто попал на канал впервые, меня зовут Даша. С 2017 года я живу в Латинской Америке. Говорю на испанском языке, понимаю специфику менталитета местных и ориентируюсь в вопросах недвижимости. Каждый месяц с моим участием более 60 семей обретают в Аргентине свой новый дом. На этом канале я рассказываю о самых волнующих вопросах, связанных с переездом в Аргентину. Аренда квартир и инвестиционная покупка недвижимости и получение ВНЖ и гражданства. Так как со мной часто консультируются и те, кто готовятся к переезду, и те, кто уже давно проживает в стране, то часто задаваемые вопросы я классифицирую по темам и на их основании формирую сценарии своих выпусков, чтобы самая актуальная информация стала доступной каждому. Таким образом, основные тематики выпусков на канале посвящены: первое – вопросам инвестиций в недвижимость. Я разбираю особенности сделок купли-продажи земли, квартиры или дома. Веду чат-канал, сейчас он появится на экране, с доступными к покупке объектами, результатами ремонтных работ под моим управлением. Разбираю успешные и не очень кейсы покупки недвижимости в Аргентине. Второе. Выпуски на тему подготовки к переезду и процедуре получения ВНЖ. Тогда для таких выпусков я получаю консультации русскоговорящей команды юристов, специализирующейся на миграционных вопросах. Плюс привлекаю аргентинских адвокатов и экономистов. Мы разбираем кейсы и содержание миграционных процедур. Третье. Выпуски на тему арендной недвижимости. В помощь каждому телеграм-канал, где я размещаю результаты работы своей команды по заселению в квартиры, найденные под индивидуальные критерии и бюджет. В канале есть некоторые свободные варианты квартир, чтобы вам было удобно сориентироваться по ценам и условиям на объекты, отсмотренные нами на просмотрах для других семей. Для того, чтобы связаться со мной, используйте контакты в описании под видео. Свежие выпуски с актуальными новостями и разборами кейсов на канале «Аргентина на каблуках». Нажмите на кнопку «Подписаться на канал» и на колокольчик, чтобы не пропустить. Всем привет! Сегодня мы с вами отправимся в Патагонию, а именно в один из всемирно известных горнолыжных курортов, в пейзажах которого сочетаются природные чудеса Аргентины – Сан-Карлос-Барилочи. Ежегодно город посещает около 1 миллиона туристов, и преимущественно в зимний период. Барилочи находится в предгорьях Анд в Патагонии, на высоте 893 метра над уровнем моря. Фактически город зажат между горными цепями Анд и огромным озером Науэль-Уапи. Зима в Барилочи начинается с 20 июня и длится до 22 сентября. Но зима и высокий сезон не совсем совпадают. Высокий сезон официально начинается 1 июля и длится до 31 августа. Если вашим приоритетом является снег и снежные развлечения, высокий сезон – это сезон, когда у вас больше всего шансов насладиться всем этим в лучших условиях и с наибольшим количеством снега на горе. Зимой Барилочи превращается в рай для любителей зимних видов спорта и предлагает широкий выбор развлечений. Серра-Катедраль
считается одним из лучших горнолыжных центров Латинской Америки и предлагает трассы для лыжников любого уровня. Горнолыжный центр имеет 120 километров трасс, 40 подъемников, которые позволяют посетителям кататься на лыжах разного уровня, 600 гектаров лыжных трасс, 19 гастрономических остановок – все это для вашего удобства и комфорта. В часы пик движение к Серра-Катедраль, вот такое вот медленное, неспешное, начинает образовываться небольшая пробочка, но в целом все равно транспорт движется, такси прибывают, трансферы привозят туристов. Серра-Катедраль расположен в 19 километрах от Барелочи. Доехать можно на такси, и есть также регулярные автобусы и трансферы из города. Я приехала в Барелочи, чтобы насладиться катанием на лыжах. А сегодня солнечный день! Вот такое голубое небо, каталка с видом на озеро, много людей, и все наслаждаются этим днем. Класс! Пятый день каталки, и даже внизу горы на базе на нулевой точке идет снег. А это значит, что сегодня будет много-много-много нового мягкого снега, и каталка будет еще более комфортной. Все дни была достаточно классная погода, очень комфортная, в районе нуля, небольшой минус. На подъемниках не было холодно, никто не замерзал, все подъемники теплые, за исключением там, может быть, парочки, то есть с специальной прослоечкой, которая позволяет с комфортом добираться до верха. Покрытие было комфортное, тоже хорошее. Участков, где был лед или какое-то обледенение поверхности, в принципе, не встречала. Вот, то есть все склоны были хорошо раскатаны, протрачены, и скатываться было одно удовольствие. Чудесный день для каталки. Поехали! С одной из обзорных площадок на Серра-Катедраль открывается вот такой живописный вид и на озера, и на скалы, и на следующий viewpoint, то есть еще одну обзорную точку. Там очень классные трассы, и красные, и синие, и черные. Сегодня эта трасса закрыта, потому что обледенелая гора, вчера шел дождь, и, соответственно, сегодня очень много трасс перекрыто из-за того, что образовалась ледяная корка. Количество туристов в Барелочи по сравнению с предыдущими годами не такое большое. Это связано с футбольными матчами, которые проходят сейчас, и многие предпочитают проводить время в других локациях, в том числе отправляются в Америку для того, чтобы смотреть за футбольными матчами, вот, и выбирают в том числе другие страны для путешествий. И вот на текущий момент, то есть вот в этом июле в эту каталку могу сказать, что было довольно комфортно вообще в целом чувствовать себя на горе, потому что действительно достаточно широкие трассы, небольшое количество людей, нет очереди на подъемник, и почти ни на какой, соответственно, нет очереди. Даже те подъемники, которые загружены детьми, катающимися в группах вместе с инструкторами, все равно время ожидания на подъемнике не превышает там более, не знаю, 7 минут. То есть это короткая очередь, которая быстро движется, и есть персонал, который распределяет всех по креслам и контролирует, чтобы всем было комфортно, очередность доступа на подъемнике. Вот, поэтому при текущем количестве туристов можно сказать, что вообще супер комфортная каталка. Очень быстро спускаешься, быстро поднимаешься обратно, нигде не теряешь время, никаких очередей ни в ресторанах, ни в кафе, ни на кассах нет.
быстро приносят еду, заказанную в барах, ресторанах на горе, поэтому, в общем, с таким количеством людей очень приятно иметь дело. Я бы хотела пройтись по ценам. Какой примерно бюджет нужно закладывать для того, чтобы здорово провести время в Барелоче? Делаем расчет, исходя из 5 дней вашего путешествия. Итак, перелет. Расходы на перелет, например, аргентинскими авиалиниями составят примерно 750 тысяч песо туда-обратно, то есть примерно $570. Все зависит, конечно, от времени, когда вы будете покупать билеты. Если заранее, то есть возможность выбрать более дешевые и сами билеты, и даты. Чем ближе к датам, тем, соответственно, логичным образом стоимость будет расти. Перелет займет примерно 1 час 45 минут из аэропорта Буэнос-Айреса. На проживание я рекомендую закладывать $500 и выше из расчета 5-дневного путешествия. В Барелоче большое разнообразие вариантов жилья. Это и отели, квартиры, спа-курорты. И чем ближе к горнолыжному курорту, тем выше стоимость. Стоимость трансфера из города составит примерно 20 тысяч песо. Это если мы говорим о такси в одну сторону или о трансфере туда-обратно на одного человека. Для расчета питания можно закладывать 40 тысяч-60 тысяч песо, то есть примерно $40 на двоих на каждый прием пищи. Скипас. Стоимость скипаса – это примерно $88 в день. Аренда оборудования на 5 дней составит примерно $150 США. Вы знаете, я посетила 34 страны мира и хочу сказать, что Аргентина действительно поражает своей многоликой природой и ее разнообразием. Те, кто давно в Аргентине и путешествуют, наверняка согласятся со мной. Ну а те, кто только собирается приехать, уверена, Аргентина обязательно займет особое место в вашем сердце.